Всем зрителям и подписчикам моего канала большой привет. Меня зовут Александр. И сегодня в рубрике Беларусь BUI я познакомлю вас с двумя товарами, которые я приобрел в моем городе Минске, но которые вполне можно приобрести было и на AliExpress, существенно сэкономив, даже не используя при этом кэшбэк-сервис. На всякий случай сообщаю, что я пользуюсь EPN. Ссылку на подключение этого сервиса вы найдете в описании. Оба товара я приобрел в центральных универмагах Минска, не на рынках, где цена на них может быть как и выше, так и ниже. OTG-адаптер с интерфейсом USB-C на USB-A версии 3.0 приобрел вот за такую сумму в белорусских рублях, что чуть менее $4. В Беларусь поставляется из России, вот под таким брендом «Партнер», но произведен в Китае. Гарантия 6 месяцев при сохранении чека. Парадоксально, но на сайте этого питерского магазина данный переходник стоит на $0,5 дороже, чем в Беларуси, куда магазин поставляет товар. Он имеет металлический корпус, что очень важно, это повышает его цену, и его можно использовать со смартфонами, которые поддерживают OTG-технологию. Ну, во-первых, для считывания с помощью него данных, например, с USB-флешки. Подключаем. Выбираю, значит, для переноса фотографий и видео. Так, здесь есть один файл видео MP4 формат. Ну, пожалуйста, все читается. Во-вторых, для зарядки внешних устройств. При этом смартфон выступает в качестве Powerbank. Здесь я наоборот Powerbank буду заряжать от аккумулятора смартфона. Так, зарядка, как видим, пошла на Powerbank. Заряжает током полампера, емкость, как видим, также начинает расти. А я буду его использовать именно для зарядки моих Bluetooth наушников. Если они разрядятся в дороге. Так, загорелся красный светодиод, началась зарядка встроенного аккумулятора. Третий вариант использования: можно подключить к смартфону веб-камеру, вот такую, например, от Logitech. Подключение происходит через специальное приложение, которое можно скачать с Google Market, называется Camera Fi. Или Fi, да, вот оно предлагается установить. Так, появилось свечение зеленого светодиода. Ну и как видите, на экране смартфона все отображается то, что на веб-камере. Вот можно сделать снимок и затем его посмотреть. И, конечно же, подобный адаптер можно приобрести на AliExpress. Я нашел за $19, $29, что дешевле раза в 3, чем я купил в городе. Все ссылки на эти лоты будут под видео. Подобным адаптером, только с интерфейсом microUSB, я пользовался, пока у меня был старый смартфон. Но сейчас новый интерфейс USB-C требует другой адаптер. Вот был microUSB такой. Также металлический корпус, но здесь еще вот такой OTG типа андроида чехольчик. Ну а я перехожу к следующему лоту. Это шкатулка для хранения наручных часов. Великолепная шкатулка, очень аккуратно сделана. Есть 3 лотка с мягкими подушками, но боковые грани у нее плотные такие. Здесь металлический замок, такой как на дипломатах раньше использовался, похожий. И на крышке стекло, именно стекло, а не пленка. Ну, стекло не такое уж и чистое, идеально очистить мне его не удалось. Судя также по плотности стенок, внутри фанера, которая обтянута каким-то полимером с фактурой под кожу. Так, артикул его CX9069. Единственное, что мне здесь не нравится, и оно возмущает, это искаженное восприятие китайцам чувства красоты. Они везде прошивают черные ткани белыми нитками. Там в одежде, в кроссовках. Ну и вот в этой коробочке. Приобрел коробку вот за такие белорусские деньги, это будет чуть более $14. Именно такую шкатулку я нашел на AliExpress за $9.67 с платной доставкой в мою страну. Но экономия составляет около $5.
Но здесь есть такой момент, что при транспортировке почты многие заказчики получают шкатулку с разбитым стеклом. То есть тут кому как повезет. Для тех, кто рискнет заказать, ссылка также будет под видео. Внутри находился еще вот такой силикагель, но вложенные часы выглядят вот таким вот образом. Крышка также имеет какую-то высоту, поэтому даже если часы вот так вот торчат, если показать вам сбоку, то под крышкой они еще свободно лежат. Вот таким вот образом хранятся здесь. Многие товары из Поднебесной уже давно продаются на прилавках родного города. Цена у них здесь дороже, но и ждать не нужно. Иногда время ценнее вещи. Поэтому выбор всегда за вами. Ну а вся жизнь в перекрестках. Всегда мы выбираем что-то. Ну а с вами был Александр. Благодарю за подписку на канал и оценку этого видеоролика. Все ссылки в описании. До встречи на канале. Пока.